Знаете, есть такой человек. Он ветеринар, добрый доктор Александр Воронцов. У него возникла идея воплотить в пластический образ определенную идею об ответственности человека перед всеми существами, населяющими Землю. Особенно животные, домашние животные, прирученные человеком. Александр захотел воплотить эту идею, чтобы его можно было буквально потрогать. И вот я сейчас кручу в руках это изображение земного шара, глобус, населенный всеми нами. Часть этой композиции, предварительная зарисовка как бы, но это не просто глобус, это еще и такой гонг, потому что у него есть внизу вырезано отверстие. И это гонг, который вот дает звучание, глухое звучание, но да слышат люди, да услышат люди. Как бы голос тех существ, которые тоже населяют, и которые по праву населяют эту землю и зависят от человека. Братья меньшие зависят от нас, от нашего участия, от нашей любви, от нашего милосердия. И как начало воплощения, вот здесь мы имеем фрагменты этой композиции. Вот в частности, вот этот глобус, он же гонг. Вот он, если его стукнуть, вот, он издает звук, издает свой голос земли, который говорит человеку об ответственности его за все живое, что существует на земле. Сюда же относятся фигурки, условные человечки, ну и фигурки животных, лошадок, собачки, разные зайчишки, зайчики. Ну, скорее, это кролик, да, например. Вот. А также, например, вот бык. У меня есть бык. О, грозный бык. Вот этот земной шар – это место обитания человека и вообще всего живого. Он такой маленький. Это наш общий дом, и мы отвечаем Но человек ответственен не только за свое существование, но и за существование всех, кто живет рядом, за все живое в руках человека практически. Все живые существа зависят от него. Но здесь будет еще такая вот спираль, да, вот сверху. Я думал, как расположить. Вот, а сверху еще выше будет кольцо, на котором будут расположены фигуры людей. Вот так, наверное. Так предполагается, вот так. Когда я делал эти фигурки, вспоминал свое детство, как я делал из пластилиновых человечков, солдатиков. Доктор Александр Воронцов, автор идеи, такой добрый доктор Айболит, есть среди нас, и он очень так неформально и относится к животным, и понятно, это его судьба, это его зона ответственности, он отвечает за их жизни. И он хотел донести до всех людей, что не только те, кто соприкасаются с животными, но все люди несут ответственность за наших братьев меньших, как говорят, за всех соучастников этой жизни на земле. И мне понравилось, не то, что понравилось, она как бы зацепила меня, потому что, да, это вот очень важно осознавать свою ответственность перед большим и малым. Мы отвечаем перед любым живым существом мы отвечаем и не только за себя, но и за них. Ну вот как бы мы пытаемся воплотить сейчас ее. Я как бы что-то такое придумаю. Не знаю, насколько получится. Ну, наверное, получится, да. Третий участник этой задумки, настоятель Свято-Троицкого храма в селе Болтино, отец Вячеслав. Он поддержал нашу идею, идею Александра, я уже считаю ее и нашей идеей, и своей тоже, потому что я как-то в ней тоже живо принимаю участие. И он готов предоставить как территорию, которая прилегает к храму недалеко, там где-то от храма, чтобы вот поставить напоминание человеку о его миссии, о его миссии на земле. Может быть, вспомнил о своих питомцах. Встреча с животным – это тоже встреча с живым, встреча с человеком. Очень важно в жизни человека, но встреча с животным, может быть, нести судьбоносный такой момент –